Короче, меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Всем доброго времени суток, я снова сделал мартовскую подборочку модов. Усаживаюсь поудобнее, а мы начинаем. Вы когда-нибудь задумывались над тем, как развернулась бы ситуация в зоне, если бы военные объединились с вольными сталкерами? В этот раз своим вариантом поделились создатели мода «История прибоя». После триумфального прорыва на ЧС прошел целый год, а нашего героя, лейтенанта прибоя, посылают в зону, чтобы найти 20 документов, разрывающих тайну исчезновения стрелка, а также выяснить, чем занимается та секретная группировка, которую я не буду называть, потому что, не выговоришь. Сюжет же так или иначе связан со стрелком, и вы в конечном счете узнаете, каким образом более чем 20 важных документов были скрыты в зоне, и вы должны, конечно, найти их, чтобы наконец разгадать загадку. Почти каждая беседа была переписана. Короче говоря, в течение ваших миссий вы увидите зону отчуждения со стороны вообще другого персонажа. Для чистого неба энтузиасты создали бесчисленное количество модификаций разной степени паршивости, ну а я постарался выбрать для вас ту модификацию, которая для меня представляет наибольший интерес. Холодная кровь — это фриплейный мод, выпущенный в 2014 году. Ну а так как в наше время фриплей очень полюбился фанатам, эта модификация интересна тем, что в ней полностью отсутствует какой-либо сюжет. При этом создатели не стали полностью отказываться от квестов и даже добавили несколько полностью новых сюжетов. Играем мы за сталкера по прозвищу Химик, а события развернутся на одной из морозных зим. Тем не менее, разработчики потрудились на славу, сильно переработав оригинальный геймплей. Теперь на героя влияет мороз, и если вы не будете греться разными способами, то и в конце концов вас настигнет смерть от переохлаждения. Также в игру были добавлены новые погодные условия, вроде бураны или метели, одна новая локация, аномалии и система достижений. Вообще мод «Холодная кровь» разработана на платформе «Чистое небо» и представлена как глобальная модификация. Разработчиками мод представлен на той же платформе, что и предыдущие их модификации, а именно такие моды, как «Время перемен» и «Время перемен 2», которые показали себя как стабильные и качественно выполненные проекты. Что касается сюжета игры, то мод «Холодная кровь» более позиционируется как фриплейная модификация, в которой добавлены и изменены новые и уже имеющиеся квесты. Помимо многочисленных геймплейных правок и нововведений, разработчикам удалось максимально реалистично представить зону отчуждения в зимний период, и это одно из главных отличий мода. Несмотря на то, что мод создан на базе чистого неба, главным героем выступает майор Дегтярев. Как и обещали сами создатели, игрокам придется не только изучить знакомую зону, но и стать свидетелем новой катастрофы. Из-за катаклизма привычные локации сильно изменились. Также изменился сюжет, теперь главному герою предстоит спасти выживших сталкеров, выведя их из центра зоны. Помимо истории, разработчики заметно подтянули графику и несколько изменили геймплей. Больше про эту модификацию говорить не буду, из основных плюсов это все. Еще одной достойной модификацией является проект, созданный по мотивам приключения майора СБУ. Глобальных изменений на нем не так много, нам все так же необходимо выяснить причину крушения вертолетов и найти путь в Припять. Но вместе с этим разработчики добавили множество второстепенных квестов и обновили локации и часть старых заданий. Так, например, теперь станция переработки отходов и цеха подстанции не будут пустовать, на них теперь респавнятся наемники, которые, к слову, хотят убить Дегтярева. Об этом я попозже расскажу. А на Затоне, Юпитере, Припяти и в подземельях появились новые тайники. Проще сказать, что это глобальная модификация, но с измененным сюжетом Зова Припяти и новыми персонажами. Целью мода стало добавление оригинальной игры, непредсказуемости и атмосферы действительной симуляции жизни. После прохождения всех основных заданий и завершения сюжетной линии, игрокам также предоставляется возможность продолжить игру во фриплее. Немного предыстории. Наемники будут пытаться вас убить всю игру, потому что при получении заказа на изделие номер 62, это если что гаусс-пушка, в зоне есть место, где лежит партия этих изделий. Они прибывают на станции переработки в цеха подстанции на Затоне, и оттуда уже начинают прочесывать все места, где, возможно, еще есть информация про изделие номер 62. По своим источникам наемники наконец узнают, что СБУ направил своего агента в зону. Вот наемники принимают решение уничтожить агента СБУ. Переходим к следующему моду. Что ж, последняя модификация на сегодня, где ваш персонаж выступает в виде бывшего наемника. По сюжету главный герой после провального задания уходит из ряда наемников и становится вольным сталкером. Спустя какое-то время к нему на ПДА приходит сообщение от бывшего командира с просьбой помочь с поиском предателя. Помимо новой истории, создатели улучшили графические настройки и несколько изменили оригинальный геймплей. А если еще скучаете по локациям из оригинальной части Зов Припяти, то мод однозначно вам понравится. На сегодня это пока что все. Обязательно расскажи о своих
своем любимом моде в комментариях, а также подпишись и поставь лайк. С вами был Римок, пока!